Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. Итак, решил поделиться с вами деревенским ритуалом. Это снять порчу на яйцо. Много существует практик по поводу снятия порчи на яйцо, но этот очень элементарный, но зато снимает практически любую порчу. Исключаем кладбищенскую. Если у вас кладбищенская порча, то у меня отдельный ритуал на канале в плейлисте «Чистки и защиты». А так, абсолютно любую порчу, наведенную в течение года на вас, снимает замечательно. Кстати, данный ритуал вы можете делать не только себе, но и своим близким, родным людям. Соответственно, если вы делаете им, то вы используете ихнюю либо свежеснятую вещь, либо фотографию. И в молитве будете называть имя того человека, кому вы помогаете. К Луне ритуал не привязан, но если вы четко убеждены, что снимать нужно только лишь на убывающую Луну, дожидайтесь убывающую Луну и проводите данный ритуал. Итак, что вам для этого надо? Фотография, либо свежеснятая вещь человека. Если используете фотографию, то в полный рост, без очков, без линз. Человек один, фотография в цветном виде, фотография не позднее полугода. Далее, одно яйцо. Желательно брать подкурное яйцо, деревенское яйцо. Если не найдете, берете магазинное яйцо. Одна свеча церковная, восковые здесь не подойдут. То есть восковая может быть церковная, но не просто там купленная восковая. Именно церковная – это главное. Соль можно будет использовать домашнюю, чуть-чуть абсолютно вот столько. И слова молитвы, которые будут в первом комментарии. Время суток значения не имеет. Единственное предупреждение. В один день вы можете сделать этот ритуал только лишь для двоих людей. То есть, допустим, себе и еще кому-то. Наступая следующий день, можете сделать еще двоим. И вы же просто сделали в один день только лишь для себя. Открывает дороги, снимает порчу, восстанавливает здоровье. И возвращает удачу. Дела начинают получаться, те, которые у вас не получались до. Итак, приступаем. Вы пока ставьте там свои лайки, а я начинаю объяснять. Забыл еще сказать. Вам понадобится тарелка, либо любая стеклянная емкость, либо глиняная, которую потом можно будет разбить. Итак, взяли емкость, в центр насыпали соль. Соли вот такого количества будет полностью достаточно. Устанавливаете яйцо прямо на соль. После этого момента, вот когда установили яйцо на соль, берете либо свежеснятую вещь, либо фотографию, приподнимаете емкость, кладете под нее и обратно возвращаете емкость. Берем свечу, в какой руке вы ее будете держать, значения не имеет. Зажигаете ее спичками. Я зажигаю зажигалкой, так как я не активирую ритуал. И теперь смотрите, вот это изголовье, это подножие яйца. Начинаем отсюда капать против часовой стрелки, но одновременно мы соединяем наш круг. То есть капелька капельки, капелька капельки. Если свеча у вас потухнет, вот у меня второй раз, ничего страшного, зажигаете ее заново. В этом ритуале не страшно. Вот так капельку капельки просто капаете. Это у вас займет какое-то время. И единственное, когда капаете, делаете так, чтобы капля не попадала на соль. Если одна-две попадет, не страшно, но старайтесь так, чтобы не попадало. То есть мы с вами сейчас замыкаем то все нехорошее, что есть на вас. Я не буду паузу ставить. Вчера, кстати, я записал 2 замечательных ритуала. Кто досмотрит до конца это видео, в конце вам YouTube их предложит посмотреть. Все, мы замкнули круг. Теперь сразу же, смотрите, берем свечу и начинаем капать вот сюда на верхушку яйца и читать слова молитвы одновременно 12 раз.
Поэтому регулируйте свечу, если у вас мало осталось, просто свечи мало, чуть-чуть ее вот так приподнимаете. И вот так капаем. Читаем 12 раз. Молитва в первом прикрепленном комментарии, после ссылочек на мои другие ритуалы. Сейчас мы верха запечатываем. Низы у нас ушли в соль, а верха мы сейчас запечатываем. Как капать, то есть по часовой, против часовой, либо просто в одно место, значения не имеет. Все, у нас с вами образовалась небольшая вот такая шапочка. 12 раз мы прочитали. Теперь смотрите, свечу, остаток, устанавливаем вот внутрь нашего круга. С какой стороны? С этой значения не имеет. Главное, чтобы она была внутри нашего круга, но не касалась соли. И даем свече полностью догореть до конца. Когда горит эта свеча, вы можете уже пойти заниматься своими делами. Просто поглядывайте, чтобы сквозняк, либо еще что-то ее не затушил и чтобы свеча не упала. Если свеча, допустим, затушится в этот период, либо она упадет, то, к сожалению, вам придется ритуал переделать и брать новое яйцо, новую соль, новую емкость. Как только у нас догорела свеча, все, она потухла. Берете яйцо. Так, будем считать, что она у нас потухла. Здесь у вас остался воск. Взяли яйцо, в какой руке значения не имеет. Любую емкость, разбиваете ее, яйцо, прямо над солью. Но разбиваете так, чтобы у вас содержимое яйца не упало ни в коем случае на соль. Скорлупу сразу же возвращаете на соль пустую. Теперь смотрите, данное содержимое яйца у вас два варианта есть. Первый вариант. Открываете кран, подставляете под кран, держите минут 5, чтобы полностью проточная вода смыла все это яйцо с негативом, с той порчи, которую оно взяло на себя. Либо же второй вариант, просто в унитаз смываете, и единственное но, просто в этот унитаз несколько там часов ходить по своим нужде нельзя. Там несколько раз смыли бачок сливной и пару часов не ходите. Все, от содержимого яйца вы избавились. Кстати, емкость, куда вы вылили содержимое яйца, потом для других ритуалов пользоваться будет можно. После того, как вы избавились от содержимого яйца, данную емкость прямо в таком виде заворачиваете в любую черный там пакет, темную материю. Вообще желательно взять натуральное там хлопковое полотенце, либо льняное, разницы нет. Но главное, чтобы это было натуральное. Выходите куда-нибудь на улицу и со всего размаха разбиваете. Можно подойти к мусорке, можно просто куда-то отойти там, где нету людей. Разбили, вернулись домой, обязательно нужно искупаться с головой. Первые 2 дня у вас может быть состояние выжженного лимона, на это внимание не обращайте. Ну все, всех вам благ, удачи, успехов. Если у вас остались какие-то вопросы, то задавайте их здесь в комментариях в течение суток, либо в плейлисте «Вопросы по ритуалам». Всем удачи!